Смарт-часы с привлекательным дизайном, качественными материалами, автоматическим измерением пульса, SPO2 наш любимый, кислород уровня стресса, мониторингом сна, встроенным микрофоном и динамиком, Bluetooth-звонками, голосовым помощником, обширнейшим функционалом, защитой от воды класса IP68 и великолепным временем автономной работы. Обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Kia Select KR. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем обозревать очередные Kia Select. Чем эти часы хороши? Тем, что я во время распродаж умудряюсь их купить очень дешево. И они очень подло используют значок Mi Home, как вы можете заметить. Вполне возможно, это и не Mi Home, но очень даже похоже. Внешне эти часы безумно похожи на Amazfit GTR 2. Чувствуете? Ощущаете, я думаю. Следующий момент. Кабель для, получается, у нас зарядки. Следующий момент. Вес. Барабанная дробь. 55 граммов, и это не критично. И по размерам диаметр 45 миллиметров, толщина 13 миллиметров. И в целом это все, что нам надо знать. Безеля нет, выглядят более-менее прилично. Магнитка стандартная, только почему-то 4 пина здесь, а на кабеле 2. Ну, как всегда, Kia Select. Инструкция с QR-кодом, разумеется, на борту. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал скидок, нас там уже 87 тысяч человек, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, куда я скидываю результаты тестов до обзоров. Плюс можете посоветовать, что еще приобрести, чтобы вам об этом рассказать. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Поставляются данные часы, по всей видимости, в единственной черной расцветке. Возможно, другие догрузят, но пока только так. Но на Али есть женская версия. Дизайн смарт-часов обыкновенный. И, как по мне, выглядят они дешево, хотя корпус выполнен из металла и матового пластика. И в целом сборка данной модели неплохая. Ремешок силиконовый, но качество оставляет желать лучшего ко всему. Он как магнит для пыли. Где-то мы такое уже видели. При носке часы практически не ощущаются, но спать в них не совсем комфортно. На корпусе расположили два контакта для зарядки, микрофон, динамик, датчики мониторинга здоровья. Также на корпусе есть две физические кнопки. Верхняя кнопка отвечает за включение-выключение экрана, а также за возврат. Нижняя выполняет функцию перехода к тренировкам. Переназначить команды возможности нет. Кнопки нажимаются неплохо, ко всему люфт практически отсутствует. Оснащены смарт-часы с AMOLED дисплеем на 1,32 дюйма с разрешением 360 на 360 точек с 2,5D закаленным стеклом и покрытием от отпечатков. В целом все как у всех, во всяком случае по плотности пикселей. Дисплей имеет слегка закругленные края без безеля, рамка на борту и она прямо огромная. Скроллинг неплавный и перемещаться по интерфейсу часов слегка неудобно, но возможно. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, но запаса яркости нет. Интерфейс доступен на русском языке с частичным переводом и не очень хорошим, как по мне, шрифтом. Автовыключение экрана максимум до 15 секунд, поднятие запястья для активации экрана срабатывает стабильно, но не сразу. Накрытие экрана ладонью для отключения дисплея, к сожалению, нет, и разбудить экран тапом тоже нельзя. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз, панель быстрого доступа, в которой есть все необходимое, снизу вверх уведомления, слева направо меню, справа налево виджеты. У меню есть несколько стилей, что удобно, но персонализировать меню и виджеты нельзя. В меню есть активность, текущее состояние, телефон, в котором есть избранные контакты, набор номера, недавние вызовы и включение-выключение Bluetooth. Далее есть измерение пульса, SPO2, мониторинг здоровья, уровня стресса, погода, музыкальный плеер для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить музыку на сами смарт-часы возможности нет, что неудивительно за такую стоимость. Но можно использовать смарт-часы как динамик для прослушивания музыки. Будильник, который можно завести прямо на смарт-часах, но звука будильника нет и отложить будильник нельзя. Бесполезное измерение давления, как и частота дыхания, дыхательные тренировки, 2 игры, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым ассистентом на смартфоне,
фоне, секундомер и таймер. В фоновом режиме работает только таймер, поиск телефона, фонарик и даже калькулятор. В настройках можно установить пароль, настроить звук и по большому счету все. В приложении можно настроить режим не беспокоить и режим отдыха. Летим дальше. Установлен Global 3 RD2 в одном Core Calling Chip, что бы это ни значило. Bluetooth версии 5.0. Подключить внешние Bluetooth устройства возможности нет, как и нет возможности подключить нагрудный датчик. К Wi-Fi смарт-часы не подключаются, его тоже нет. Спортивных режимов 70 видов. Хорошо, если вы хотя бы двумя будете пользоваться, правда? Отслеживание плавания не обнаружил, возможно, потом добавят. Умное распознавание нет, как и встроенного GPS навигации тоже нет. Пользоваться плеером во время тренировки нельзя. Звонить часов можно, входящий вызов можно принять, сбросить или поставить на беззвучный режим. Быстрых ответов на вызов нет, как и на уведомления. Микрофон отрабатывает неплохо, но приходится близко подносить часы к лицу, а к динамику вопросов нет. Звучит он хорошо, но не громко. Вибромоторчик слабенький и не настраиваемый, уведомления приходят моментально. Смайлики не отображаются, иконки приложений отображаются. Уведомления можно посмотреть и удалить. Пульсометр работает как в автоматическом режиме, так и в ручном. Измерение уровня кислорода в крови происходит в ручном режиме или в автомате с периодичностью минимум 10 минут, как и измерение уровня стресса. Пульс у воздуха часы нащупывают, что не очень хорошо. На руке показатели редко бывают корректные. Сон мониторит неплохо, как и фазы сна. Дневной сон смарт-часы не мониторят. Графики измерения отображаются неплохо. Далее, емкость аккумулятора 280 мАч, полный цикл зарядки занял 2 часа 20 минут. В интенсивном сценарии использования со всеми мониторингами здоровья, периодическими Bluetooth-звонками, одной тренировкой в день они прожили у меня 3 суток. Время автономной работы скромное, учитывая функционал. Конечно, если использовать их как обычные часы, то они могут прожить и неделю. Водонепроницаемость IP68, смарт-часы не боятся погружения в воду, поэтому я окунул их в проточную воду, с ними все в порядке. Функционал рабочий и внешне они не пострадали. Но, к примеру, в сауну, баню, повторяюсь, с электронными устройствами ходить не надо. Хотя сейчас точно посыпятся комментарии, что вот я постоянно хожу в баню, никаких проблем. Хорошо, вам повезло. Kia Select KR работает в паре с приложением Glory Fit. На главном экране в приложении мы имеем 4 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья. Вторая вкладка предназначена для тренировок. Далее есть вкладка с устройствами. И последняя — это профиль. На главной странице с часами мы видим заряд аккумулятора не в процентах, настройки мониторинга здоровья, синхронизация контактов, настройки уведомлений и звонков, стандартные настройки смарт-часов и магазин с циферблатами, которых достаточно на выбор. И установить любую фотографию на заставку можно. Помимо перечисленного выше, также есть удаленная фотосъемка, которая работает только в приложении. Обновить прошивку устройства можно. К слову, обновления мне уже прилетали, но изменений в работе смарт-часов я не обнаружил. Минусы: большие рамки, частичный перевод, нет заготовок для быстрого ответа на уведомления или звонки, нет встроенного GPS, некорректный мониторинг здоровья, может быть, допилят. Нет Always On Display, нет полноценной Bluetooth кнопки для удаленной фотосъемки, нет встроенной памяти, маленькая автономность, нет автояркости, нет постоянно включенного экрана, хотя тут особо он и не нужен. Время активного экрана всего 15 секунд, могли бы хотя бы 30 завести, не особо удобно. И на данный момент нет отслеживания плавания. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, на YouTube-канал, на мой личный телеграм-канал, чтобы мы общались и решали, что еще тестировать и как. Ну и, разумеется, напишите в комментах, что бы вы хотели увидеть на обзор. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Резюмирую, Kia Select KR, как по мне, дороговато, учитывая их функционал, но опять же ждем сейла. Но если вам нужны смарт-часы с функцией Bluetooth звонков и неплохим дизайном, который вам нравится, конечно, они не самый плохой выбор. Нужно учитывать, что именно вам нужно, так как, к примеру, мне данные часы не особо подходят, я бы лучше пользовался последними Mi Band'ами или подобрал что-то другое в этой ценовой категории. Но снова, во время сейлов все значительно приятнее, там другой совсем разговор, поэтому девайсу при распродажах однозначное да. Те, кто понимают, что такое китайские часы дешево, но красиво, по их мнению, меня поймут. Добра и удачи вам, дорогие друзья!